Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как всегда, по традиции, мы начинаем с вами очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 19 марта, киевское время, 19 часов. Несмотря на гибель людей, Российская Федерация продолжает вести агрессивную войну. Главные усилия противника направляются на попытки полного захвата Донецкой и Луганской областей. Для достижения поставленных целей захватчики продолжают наступательные операции на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки украинские защитники отбили 83 атаки на этих оперативных направлениях. Бахмут остается эпицентром боевых действий. В течение суток Российская Федерация продолжала использовать тактику террора против мирных граждан Украины, обстреливая населенные пункты и критическую инфраструктуру. Противник полностью игнорирует законы и обычаи войны. За сутки враг нанес 11 ракетных ударов, 4 из которых нацелены на гражданскую инфраструктуру, в том числе и города Запорожья. Кроме того, поступили сообщения о 16 авиационных ударах и 99 огневых ударов реактивными системами залпового огня. Вероятность новых ракетных ударов по всей территории Украины остается очень высокой. На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается стабильной. В течение суток враг обстрелял населенные пункты Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Формирование наступательных группировок за прошедшие сутки на этих оперативных направлениях не отмечено. Купинское и Лиманское направление. Здесь противник продолжает попытки прорвать нашу оборону. То есть атакующие действия противника идут постоянно. Но все атаки противника успеха не имеют. То есть изменений в линии фронта на Купянском и Лиманском направлении за прошедшие сутки не отмечено. Бахмутское оперативное направление. Здесь вооруженные силы отразили Украины многочисленные атаки противника в северной части города. Продолжаются попытки врага наступать у Спорного и Раздолевки. Там попытки не увенчались успехом, и продвижение возле этих населенных пунктов не зафиксировано. Оккупанты давят в сторону Григорьевки. Кроме того, атакуют Богдановку и Хромово. Бои продолжаются. Пока окончательный результат сказать нельзя. Периодически нашим силам удается отбросить врага. То есть мы наносим контратаки, мы контратакуем. Как только спадает натиск противника и после отбития его атак мы проводим контратаки. И иногда удается отбросить врага и вернуть себе позиции. Это то, о чем мы постоянно говорим, что линия фронта очень динамичная. Она иногда отдельные лесополосы, отдельные кварталы, перекрестки в городских условиях переходят из рук в руки. Однако ситуация остается тяжелой. В самом городе Бахмут враг давит с тех же трех сторон, то есть с севера, с востока и с юга. И главная задача, которую ставит перед собой противник, это приблизиться к центру города. На пока ему это не удается. Мы удерживаем центр и отбиваем атаки противника. Ситуация остается тяжелой, но город продолжает сражаться, город продолжает держаться. Авдеевское, Марьинское и Шахтерское направления. Здесь противник провел безуспешные наступательные операции.
Так, причем наступление враг проводил на всей линии оперативных направлений от Авдеевки до Марьинки. То есть вот эта вся линия, были постоянные попытки атаковать наши позиции. На этом участке фронта от Авдеевки до Марьинки российские войска оккупационные атаковали наши позиции 15 раз за прошедшие сутки. Вот такая интенсивность боевых действий. Но успеха не имели. Линия фронта стабильна. Мы отбили все атаки. Противник понес потери и отошел на исходные позиции. Запорожское и Херсонское направление. Здесь противник продолжает оборонительные мероприятия. Идет обмен огневыми ударами, артиллерийские дуэли. Обстреливаются населенные пункты вдоль всей линии фронта. Как на Херсонском, так и на Запорожском направлении. На всю глубину досягаемости российских огневых средств. Вот такая вот ситуация на оперативных направлениях. Учитывая ситуацию под самим Угледаром, а там, я напомню, там для российских оккупантов очень сложная сложилась ситуация. Мы нанесли довольно серьезный разгром 155-й бригаде морской пехоты. Они частично ее укомплектовали личным составом, но технику восстановить они не могут. Не хватает техники для восстановления. И тут началось, в связи с тем, что мобилизованных уже теперь больше, чем кадровых военных, началась смута среди военных. Мобилизованные отказываются идти в наступление на Угледар, понимая, что там создан укрепрайон и что это в принципе билет в один конец, это верная смерть. Поэтому российское командование приняло решение с 13 марта 37-я мотострелковая бригада 36-й армии Восточного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации проходит боевое слаживание и готовится к развертыванию в Украине 24 марта. То есть они перебрасывают еще одну бригаду с Дальнего Востока сюда для усиления направления на Угледар. Но бригада значительно недоукомплектована. То есть скорее всего, эта бригада была кадрированная, то есть не развернутая. Ее начали насыщать личным составом, не до конца укомплектовали, но в связи с тем, что обстоятельства не терпят, в принципе повторяется Вторая мировая война, когда советская армия воевала укомплектованностью в лучшем случае 70%, а так обычно 50%. В среднем 50% укомплектованность была частей советской армии в годы Второй мировой войны. Вот то же самое происходит здесь. Недоукомплектованную бригаду 24 марта ожидается ее прибытие в район Угледара, на Авдеевское направление. И, соответственно, бригаду будут бросать в бой. Командиры частей для того, чтобы максимально увеличить численность бригады и ее укомплектованность, отзывают подчиненных с лечения и реабилитации. То есть все прекрасно понимают, вот тут ключевой момент, все прекрасно понимают, что новые мобилизованные в ближайшее время в этой бригаде не появятся. То есть система мобилизации не в состоянии сегодня укомплектовать эту бригаду. Поэтому что делают? Все, кто числится в госпитале и на реабилитации после ранения, всех в строй. Можешь держать оружие, все, значит в строй. На костылях в строй. С палочкой в строй. С перебинтованной головой или еще чем-нибудь в строй. Я, конечно же, утрирую, но реально ситуация выглядит очень для них печально, для нас в принципе хорошо. Военнослужащие жалуются на низкий уровень поставок российские. Уровень мотивации среди личного состава очень низкий, при огромном количестве попыток избежать отправки в зону боевых действий. Особенно те, кто раненые, те, кто находится на реабилитации после ранения, они вообще не хотят возвращаться в Украину. Они прекрасно понимают, они прошли уже это горнило войны, и второй раз их уже не затянешь сюда, на Арканине. Поэтому они делают все, чтобы
продолжить лечение и реабилитацию, но никак не поехать. Вот с такой мотивацией везут 37-ю мотострелковую бригаду 36-й армии Восточного военного округа в Украину и будут заставлять ее пытаться взять Солидар штурмом на помощь 155-й, которую, скорее всего, либо их объединят усилия, либо отведут 155-ю бригаду морской пехоты, отведут на перегруппировку и на доукомплектование, потому как она понесла, особенно в личном составе, очень большие потери, благодаря нашим силам обороны. За день, за сутки прошедшие, воздушные силы Украины нанесли 10 авиационных ударов по районам сосредоточения оккупантов. При этом был сбит один беспилотник типа Шахед-136. И ракетные войска и артиллерия тоже наши поразили 7 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника. За прошедший, к сожалению, Генеральный штаб сегодня не указал урожай, но по численности там где-то около 700 человек уничтожено за прошедшие сутки. То есть темпы потерь в российской армии, они примерно сохраняются плюс-минус, я так понимаю, там 100-150 человек. По технике и вооружении тоже примерно численность потерь, она примерно стабильная с учетом интенсивности боевых действий или атак, которые проводят российские оккупационные войска на наши позиции. По состоянию на сегодняшнее утро в Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей из состава эскадры Черноморского флота, среди которых 2 носителя крылатых ракет «Калибр». Общий залп этих носителей может составить до 16 ракет. Вот такие вот военные новости произошли на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну а мы немножко поговорим о военно-политических новостях. Они тоже очень интересные за прошедшие сутки. И надо отметить, конечно же, остается темой номер 1, это ордер на арест Путина, который сегодня занимает должность президента Российской Федерации, выписанный Международным уголовным судом. Есть уже реакция Германии, допустим, Олаф Шольц приветствовал это решение, он находится сейчас в Японии с официальным визитом, и он сказал, что никто не может быть выше закона. Поэтому, если есть состав преступления, значит человек должен отвечать. Международный уголовный суд является правильным институтом для расследования военных преступлений. Дело в том, что никто не стоит выше закона. И это то, что становится понятным прямо сейчас. Это цитата Шольца, которую он произнес. А теперь появилась реакция министра юстиции Германии Марка Бушман. Он заявил, что они готовы арестовать Путина, если тот приедет в Германию. То есть, если Путин ступит на территорию, где распространяется юрисдикция Германии, значит, немецкое правосудие, немецкие правоохранительные органы выполнят решение Международного уголовного суда. То есть, они приведут ордер в действие. Кстати, вот пан Бушман, министр юстиции Германии, очень интересную подсказал вещь. Мы же забыли все с вами, что есть же еще международные правоохранительные органы, которые в обязанность которых входит выполнение вот таких международных ордеров. Так вот, министр юстиции сказал, что он ожидает, что Международный уголовный суд оперативно свяжется с Интерполом, а также с государствами-участниками, чтобы попросить их о выполнении требований исполнения ордера. Я ожидаю, что Международный уголовный суд в скором времени обратится в Интерпол и государства-участники и попросит их обеспечить исполнение данного ордера. Вот теперь пусть искандеры посмеются. Кстати, Российская Федерация является участником такой организации, как Интерпол. И представительство Интерпола есть в Российской
Федерации. Интересно, как они будут реагировать на выгонят сегодня в ночь выгонят Интерпол из Российской Федерации, чтобы он не смог выполнить ордер. Вот такая вот ситуация с этим. Она развивается, она получает очень много политической окраски, и это очень хорошо. А сейчас многие лидеры, я думаю, что в ближайшие дни четко определят свою позицию относительно международного уголовного права. Они за закон или они вне закона. Следующая новость сообщает нам Политика. И это продолжение нашего с вами разговора о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Кстати, я сказал, что Швеция второстепенна в контексте того, что на сегодняшний день для НАТО важны границы, восточные границы. И вопрос Швеции тоже будет решен. Я думаю, что это вопрос времени, просто чуть позже. Не в сегодняшней повестке дня, а в завтрашней, допустим, повестке дня. Но это образно. Так вот, НАТО уже пишет план, то, что я и говорил, что НАТО пишет план защиты своих восточных рубежей. И планирует разместить на границах с Российской Федерацией, подчеркиваю, на границах с Российской Федерацией, НАТО планирует разместить до 300 тысяч военнослужащих. То есть то, что мы и говорили с вами. И самое интересное, что они пересматривают, как я и говорил, что наша война станет триггером, и вот поверьте, по итогам перепишут все учебники. Они уже это делают. Также хочется отметить, что война в Украине показала западным партнерам, что многие процессы ведения войны изменились. И нужно вводить много корректив, как минимум в количестве необходимого вооружения. Особенно артиллерии и дронов, которым в военных доктринах не выделено много места. И, кстати, вот с боеприпасами вы задавали вопросы, я объяснял, что все накопили на штатную артиллерию. В Советском Союзе, кстати, было в 2 раза почти больше. У них где-то порядка 10-12 боекомплектов на каждый артиллерийский ствол. В Советском Союзе было 20-22 боекомплекта. Это уже вместе со стратегическими запасами на каждый артиллерийский ствол. Вот. А видите, война показала, что и этого мало, что боеприпасов должно быть неограниченное количество. Иначе основа огневого поражения — это дистанционное поражение. И ее несут на себе, в нашей войне несет на себе артиллерия, потому что авиация применяется намного меньше. Вот. И они смотрят, а артиллерия без дронов очень довольно проблематично применять. Поэтому, вот видите, уже, и я так понимаю, что вот эти 300 тысяч военнослужащих, которые будут размещены, а это будет финско-российская граница, и я не исключаю, что это может быть российско-украинская граница после того, как мы оформим нашу победу, нашу перемогу над Российской Федерацией. И да, вполне возможно, это, кстати, может быть вариант приглашения международного контингента войск в качестве миротворческой миссии и заодно размещения средств, допустим, наблюдения и разведки вдоль всей границы с созданием зоны демилитаризации на российской территории. Допустим, 150-километровая зона вдоль границы должна быть демилитаризована после нашей перемоги. Следующая новость, продолжение подготовки к контрнаступлению. Видите, слово контрнаступление уже становится мемом. И Джон Кирби объявил о том, что на следующей неделе, то есть начиная с завтрашнего дня, в ближайшие дни, будет объявлен новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов. Деньги выделены, сумма денег определена, и поэтому президент США спокойно отдает распоряжение по выделению нам военной помощи. Так вот, отмечается, что Джон Кирби сказал, что в ближайшие дни вы увидите другой пакет помощи от Соединенных Штатов. И я думаю, что вы увидите в этом пакете виды
оружия и боеприпасов, которые, по нашему мнению, будут жизненно важны для успеха Украины в последующие недели и месяцы, заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во время разговора с корреспондентом «Голоса Америки». То есть интрига. А что мы хотим увидеть? Что может существенно повлиять? Дальнобойные системы. Вооружение с дальностью пуска или с дальностью боевого применения 150-300 километров. Возможно, возможно, авиация. Хотя я думаю, для авиации еще рановато, она появится, скорее всего, ближе уже к контрнаступлению. Так что ждем. Интрига очень большая, но видите, пакеты помощи идут один за другим. Даже Рамштайн решили не собирать в персоналиях, а провели видеоконференцию. Видимо, согласовали какие-то рабочие моменты и уточнили те планы, которые были утверждены на предыдущем заседании Рамштайн. Ну а вот в России, кстати, я так понимаю, что теперь еще один появился рупор оппозиционной пропаганды Российской Федерации, это Пригожин. И вот Пригожин начинает, у него все виноваты, боеприпасов не хватает, поэтому людей набирать не дают. Пишут, что даже, что они сейчас там набирают, пытаются, около 30 тысяч хотят набрать бойцов для частной военной компании, причем разместили даже свои центры комплектования при спортивных клубах, то есть ищут там качков, желающих, людей, занимающихся спортом и так далее. Но тем не менее, Пригожин чувствует, он просто, скорее всего, это озвучит. Я думаю, российские генералы тоже это чувствуют. Чувствуют, что ситуация вокруг Бахмута начинает приобретать не совсем хороший характер для российской армии. Несмотря на то, что они все-таки постепенно продвигаются в Бахмуте, но вопрос оперативного успеха, он уже очень большой. И чем дальше, тем проблема больше нарастает. Слишком высокие потери, слишком быстрая потеря боеспособности частей, которые задействованы именно на штурме Бахмута. И вот Пригожин уже начинает вести разговоры о том, что надо обратить внимание на другие направления. То есть начинается перевод стрелок, что успехов нету, потому что не хватает боеприпасов, а боеприпасы действительно с ними уже есть проблема. И военное командование предпочитает отдавать боеприпасы артиллерии, которая придана и поддерживает регулярные части вооруженных сил Российской Федерации, оккупационных войск. Вот. Так вот, начал Институт изучения войны, проанализировал заявление Пригожина, и военные эксперты обратили внимание на недавнее интервью Пригожина, в котором он утверждал, что украинские силы готовятся к контрнаступлению по 5 отдельным направлениям. О, как растет миф! По 5. Завтра будет 10, а послезавтра еще больше. Так вот, направление на Белгородскую область, район Кременной, Бахмут, в сторону Донецка и в Запорожской области. По его словам, эти операции начнутся с середины апреля, поэтому он призвал российские войска подготовиться к этим контрнаступлениям, имея боеприпасы и технику. Также аналитики института считают, что Пригожин описал украинские силы как имеющие достаточную боевую силу, чтобы начать массированное контрнаступление на всем поле боя, чтобы оправдать. Также эксперты предполагают, что это такие заявления Пригожина могли быть связаны с тем, что чтобы оправдать неспособность частной военной компании «Вагнер» завершить окружение Бахмута. Не могут они закрыть кольцо. Мы надежно удерживаем. Причем юг у нас стабильный, тяжелый, но стабильный, а север мы потихонечку принимаем меры, мы стабилизируем северный фланг за Бахмутом, и поэтому они его захватить не могут. Кстати, пригожинцы изменили направление своего наступления, и они пошли более легким путем. Они поняли, что закольцевать Бахмут им не удастся.
и они повернули свое наступление на запад и стали пытаться продвигаться в направлении Славянска. Вот. Да, они имели частичный успех, и это было легче, чем вести боевые действия в самом Бахмуте и за городом Бахмут с попыткой его закольцевать или окружить окончательно. Вот. И, соответственно, Пригожин призывает в своем интервью, о чем пишет Институт изучения войны, что он призывает, что надо переходить к обороне, надо прекращать эти наступательные действия и надо садиться в жесткую оборону, накапливать боеприпасы, накапливать технику, потому что не сегодня, а завтра силы обороны Украины могут перейти в контрнаступление. Вот такой вот вывод. Институт пришел к выводу, что с одной стороны Пригожин пытается найти способы оправдать неуспехи своей кампании. Это, кстати, говорит о том, что у него проблемы, он чувствует эти проблемы, что он уже не в тренде. И, как мы и говорили, что Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Но Мавр не захотел уйти тихо и спокойно, а создал вокруг себя такую, мы будем говорить, эфирный грохот или грохот в эфире. И, соответственно, особенно попытался влезть в политическое поприще. И вот теперь для того, чтобы... А сейчас же на него могут повесить всех собак. В том плане, что ничего не стоит сказать тому же Герасиму или Шойгу, сделать заявление и сказать, что вот провал наступления на Бахмутском оперативном направлении исключительно из-за того, что вот вагнеровцы провалили наступательные действия. И надо как-то оправдываться. Вот такая вот ситуация сложилась вокруг ЧВК Вагнера. Вот. И самого Пригожина. Для нас очень хорошо, чем больше они будут между собой собачиться, тем больше будет разброд и шатание на передовой в окопах. Тем слабее будут атаки, реже. Ну и, соответственно, это может привести к потере управления войсками, хотя бы частичной. Вот. Ну и еще одна новость, это про Китай. Китай, мы ждем завтра, по идее, вот, из тех источников, которые официально заявили, кстати, я не видел китайских сообщений официальных о том, что с 20 по 22 марта визит Си Цзиньпина в Москву. А на российском сайте официальном, да, написано, что они ожидают посещения Москвы руководителям Китая в период с 20 по 22 марта. Но ситуация с того времени, как появилось это сообщение, кардинально поменялась. Вот. Ну и вот опять же тот же Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Соединенных Штатов, высказался по поводу сотрудничества России и Китая. И он сказал следующее, что мы знаем, что Китай и Россия улучшают и укрепляют свои отношения разными способами с обеих сторон. Я не могу говорить о влиянии, которое господин Си может оказать на господина Путина. Просто стоит посмотреть, о чем они будут говорить. Имеется в виду на встрече. И он высказал опасения США. Он говорит, нас Соединенные Штаты беспокоит то, что президент Си не общался с президентом Зеленским. И мы считаем, что важно, чтобы он тоже сделал это, чтобы он не просто знал российскую точку зрения на эту войну, но чтобы он знал точку зрения президента Зеленского. Ну, это об однобокости. То, что Си сначала едет в Москву и воспринимает. Ну и плюс также Джон Кирби сказал о том, что Соединенные Штаты волнует ситуация, что среди вот этих 12 пунктов политической позиции Китая есть пункт о прекращении огня.
И он вроде бы как хороший, да, с одной стороны, прекращение огня, а с другой стороны, прекращение огня фактически на сегодняшний день выгодно только Российской Федерации. Оно фиксирует достижения Путина по захвату территории Украины. Поэтому является неприемлемым для Украины в первую очередь и для всего цивилизованной части западного мира, который поддерживает, ну не только западного, для цивилизованной части человечества. Почему? Потому что российские войска находятся на нашей территории. Это оккупационные войска, это оккупированные территории. Российские солдаты проводят геноцид в отношении нас как нации, как украинцев. Вот. Поэтому это на сегодняшний день такая ситуация неприемлема. Но посмотрим, состоится ли визит, первое. И второе, если состоится, то о чем они будут говорить. Повестка дня вроде как определена. Поменять ее за сутки-двое, я думаю, вряд ли они смогут. Хотя могут поговорить об экономическом сотрудничестве Китая и Российской Федерации и не коснуться темы войны. Хотя обойти тему войны сегодня практически невозможно. Ну что ж, вот такие вот военно-политические новости произошли в Украине и вокруг нашей страны. На этом мы с вами первую часть нашего видео закончим. И я по традиции делаю паузу. У вас, кто еще не подписан, есть время подписаться. Для тех, кто смотрит это видео, если оно вам нравится, поставьте лайк, и тогда его смогут увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы задали к предыдущим видео. И первым вопросом сегодняшнего видео будет следующий. Очень хотел бы узнать, поддерживается ли сейчас хотя бы на минимальном уровне, поддерживается ли сейчас де юре дипломатические отношения между Украиной и, соответственно, Китайской Народной Республикой, Белоруссией и Ираном. Отозваны ли послы, либо же пока нет. Очень хотелось бы знать об этом. С уважением, Михаил из Подмосковья. Нет, дипломатические отношения с этими тремя странами у нас сохраняются. Была угроза от отзыва посла из Ирана, но, насколько я понимаю, посол остался пока что на месте. Поэтому с Белоруссией тоже посол на месте. Некоторым даже, мне как гражданину, например, непонятно до сих пор, почему у нас с Белоруссией не разорваны дипотношения после того, что они предоставили свою территорию и до сих пор обеспечивают вооруженные силы Российской Федерации. Являются фактически союзниками России и соучастниками военных преступлений Российской Федерации. Иран то же самое поставляет и вооружение, и ракеты, и способствует, но, к сожалению, тоже посол есть. Так что во всех трех странах. Единственное, что в Китае у нас нет посла, но там наше посольство, там есть временно исполняющие обязанности посла. Вот. И есть консул, по-моему, он же исполняет обязанности. Сейчас будет подана кандидатура, открыт конкурс. Не подано, а открыт конкурс на замещение вакантов. В Китае у нас вакант с послом на сегодняшний день. Но посольство есть, дипотношения есть. И со всеми тремя странами. И они и де юре, и де факто они действуют. На мой взгляд, с некоторыми странами, к сожалению. Следующий вопрос. Если бы Россия не тратилась на уничтожение нашей инфраструктуры, а направила бы это на передовую, имела бы шанс на победу? Думаю, что вряд ли. Нельзя сказать категорично да или нет, но думаю, что вряд ли имела бы шанс на победу. Почему? Смотрите, ракетное вооружение, оно рассчитано на поражение групповых целей.
То есть, для того, чтобы нанести урон войскам, надо наносить ракетные удары по большим скоплениям войск, по сосредоточению войск. Допустим, там в оперативных районах ожидания, когда там собираются бригада, несколько батальонов или несколько бригад, или целая бригада с техникой, с вооружением. Вот тогда, да, 3-4 ракеты накрыть оперативный район бригады, да, я согласен. Там компактное размещение, большой склад боеприпасов, да, еще можно. Но большой склад, что значит большой? Это типа базы арсенала. Понимаете, когда там допустим, 40-50 вагонов, для ракеты, одна ракета. Вот. Поэтому все-таки ракетные войска, они предназначены именно для вот таких масштабных ударов по ключевым объектам, как инфраструктуры, так и ключевым объектам военным. Допустим, командный пункт армии или командный пункт дивизии, он занимает несколько гектаров. Там надо групповой ракетный удар. То есть должно быть 2-3 ракеты для того, чтобы вывести командный пункт из строя. То же самое, допустим, узлы связи, там, полевые узлы связи армейского уровня, они большие, дивизионного уровня, они тоже большие, потому что уже дивизия имеет дальнюю связь со штабом армии, а в военное время может иметь прямой канал с генеральным штабом и так далее. То есть отсутствие ракетных ударов в середине страны и не нарушение инфраструктуры давало бы нам возможность бесперебойно обеспечивать тыл или обеспечивать фронт, правильнее так. То есть логистика бы работала, не было бы у нас перебоев с движением поездов, потому что подстанции были уничтожены, и тяговые подстанции, которые дают напряжение для электротяги, а у нас вот большая часть дороги, мы вынуждены были возвращаться на тепловозную тягу там, и так далее. Вот такие вот объекты, блэкауты в городах, сколько раз у нас отключались атомные реакторы на станциях. Вот это, тут они больше, вот тут массированные ракетные удары наносят больший эффект. Но опять же их надо применять грамотно. Видите, мы научились с ними бороться. Сегодня уже нет смысла наносить даже массированные удары по территории Украины. Вот. Почему? Потому что наша система ПВО справляется с большей частью ракет. Поэтому, кстати, я думаю, именно что сейчас в связи с ростом эффективности нашей ПВО и с снижением количества ракет в Российской Федерации, они будут искать новый способ. Например, они будут разрабатывать новые маршруты полета крылатых ракет на меньших высотах, там, используя складки местности, чтобы обмануть нашу систему ПВО. Постараться обмануть. Так что вполне возможно, что в дальнейшем количество ракет в массированных ударах будет уменьшаться, и ракетные удары могут перейти, как вариант, могут перейти к одиночным и групповым ракетным ударам, но не массированным. Посмотрим, как это будет выглядеть. Вітаю! Чула такі судження, можливо у вас або інших каналах, що наступ вестимуть свіжі резерви, тобто необстріляні хлопці. Я розумію, що військам з нуля потрібен відпочинок, але чи доцільно вести контрнаступ, вести солдатами без досвіду? Навчання – це одне, а поле бою зовсім інше. Нет, вы неправильно немножко понимаете. Это не то, что не обстрелянные, нет. Для того мы и проводим обучение, и заранее набираем и формируем вот эту контрнаступательную группировку. Во-первых, в нее же могут попадать люди с боевым опытом, то есть которые прошли войну. Как они туда попадут? Они могли быть назначены из частей, действующих на фронте, назначены на обучение за границу. То есть они прошли, у них есть боевой опыт, они прошли обучение, допустим, в странах-партнерах,
И после возвращения с учебы их отправляют не в их часть, из которой они шли, а их отправляют уже в состав вот этой вновь сформированной бригады из состава контрнаступательной группировки. Плюс, ведь боевое слаживание в том и заключается, что людей обстреливают, обкатывают, и они понимают, как организовывается взаимодействие в ходе выполнения именно контактного боя в различных условиях местности. Поэтому нет, это не то, что набрали и отправили на фронт, как это у нас иногда бывало, особенно в первые месяцы войны, когда надо было просто затыкать дыры и спасать положение. Когда российские войска наступали со всех направлений, а мы отбивались как могли. Поэтому тут неправильное применение словосочетания, что не обстрелянные солдаты. Нет, наоборот. Это хорошо обученное войско, которое обстреляно и обкатано, и поэтому у него очень большие шансы на успех. Питання. Чи розглядає Генштаб рух вздовж кордону з Росією, щоб відрізати угруповання від постачання зброї та особового складу та поступового його знищення? Дякую за відповідь. Конечно, рассматривает. И, кстати, это вариант, я, во всяком случае, это ставлю вариант номер 2 вероятного плана контрнаступления или проведения контрнаступательной операции сил обороны Украины. Вклинение в прорыв обороны Украины, вклинение в глубину оккупированных территорий вдоль государственной границы. Да, с отсечением российских войск от Российской Федерации. Вот это было бы, конечно, здорово. Но это, на мой взгляд, это самый сложный был бы вариант наступления. Почему? Потому что в этом случае подпитка со стороны Российской Федерации идет прямая. И, к сожалению, у нас будет формироваться второй фронт. Если нам удастся, допустим, сковать основную группировку, нанеся где-нибудь по центру, даже в районе той же Бахмута или Авдеевки, нанести мощный контрудар, то и тем самым оттянуть основные силы российских войск на Донецкое направление, тогда можно смело рвать оборону и продвигаться вдоль государственной границы. Вариантов миллион. Их разновидностей еще больше. Поэтому какой выберет генеральный штаб, этого не знает никто, кроме тех, кто в генеральном штабе занимается этим планированием. Пусть в этом плане, я уже говорил вам, что вот здесь в информационной войне мы загнали Российскую Федерацию в угол. Они мечутся в сомнениях. Где рыть окопы? Здесь, там, тут. И поэтому они роют везде. Пускай роют. Чем больше они тратят усилий на отрывку этих окопов, тем лучше для нас. Тем слабее будет их оборона. Выдохнуться раньше. Кроме пушек, гаубиц и САУ, что еще идет в зачет уничтоженной артиллерии? Минометы калибром свыше 100 мм тоже считаются артиллерией в данной графе пораженных целей. Да, конечно. Дело в том, что миномет это тоже артиллерия, только минометная артиллерия. Это разновидность артиллерии. Конечно же, она идет в зачет. И, кстати, в зачет идет даже 82 мм миномет. Почему? Потому что это считается батальонного уровня миномет. 60 это ротный, но он только появился у нас, потому что это западные стандарты, ротный миномет. А 82 мм миномет это батальонного уровня. А полковой считается 120 миллиметровый. Вот такая градация. Поэтому, да, конечно же, минометы учитываются. А реактивный ГРАД система, кстати, чтобы вы знали, это реактивный миномет. Изначально так она, потом их стали реактивные системы залпового огня. А вообще изначально это был реактивный миномет. И относился он именно к виду артиллерии как миномет с приставкой реактивный. А сейчас мы уже, видите, РСЗВ выделили в отдельную графу и
это РСЗО, точнее, реактивные системы залпового огня. И уже там Град, Смерч, Ураган считаем отдельно. Вот. Так что минометная артиллерия как разновидность, конечно же, учитывается. Так. Здравствуйте, вы говорили, ПВО не достает до Каспийского моря, а Патриот тоже не сможет сбивать бомбардировщики? Патриот успеет сбить его в момент запуска ракеты? Сможет он захватить самолет и его ракету? Давайте, еще раз напомним, что тактико-технические характеристики Patriot примерно такие же, как у комплекса С-300. Я имею в виду по дальности обнаружения цели, то есть он видит цель на дальности 250-300 километров, это его родная РЛС может видеть, и поражает цели он на дальности до 100 километров. При правильной постановке вопроса можно достичь максимальную дальность поражения 120 километров. Вот возможности комплекса, точнее основные характеристики комплекса Patriot. Чем Patriot лучше С-300, тогда возникает логический вопрос, тем, что у него возможности по обнаружению и поражению целей намного лучше и намного выше. То есть ракета более технологичная, более современная, радиолокационная станция то же самое, более современная, более технологичная. Время реакции комплекса на появление целей намного меньше, чем, допустим, у того же С-300. Количество одновременно обнаруживаемых целей там исчисляется сотнями единиц. Одновременно сопровождаемых целей десятками единиц. Одновременно поражаемыми целями около 10. Вот в этом преимущество Патриота. Еще раз говорю, самые дальние средства ПВО это 200 и плюс и дальше километров. Это видимость радиолокационных станций, то есть она увидит этот. А теперь посмотрите на карту, где находится Каспийское море. И если мы говорим, что самолеты противника делают пуски с акватории Каспийского моря, то что? Туда мы никак ничем не достанем. Что нам дает преимущество при получении Патриота? Если Патриот будет работать, я надеюсь, что так будет версия ПАК-3. Это самая современная версия, которая работает в системе единой, может работать в единой системе. И она может работать со спутниковой разведкой. Так вот, спутник, который будет работать с этими системами, его задача раннее обнаружение пусков баллистических ракет. То есть, как только самолеты сделали сброс и ракета пошла, мы уже знаем. И, соответственно, что мы делаем? У нас есть время встретить эти ракеты. Спутник их наблюдает. И уже тут крылатая ракета нигде не увильнет. Как бы она ни виляла, мы ее видим в режиме онлайн. И мы знаем, где надо лучше разместить наши мобильные средства. У нас есть время на развертывание, есть время на отслеживание. Очень легко, когда оператору говорят, смотри, вот азимут такой-то, он берет это направление, берет небольшой сектор 10-15 градусов и ждет эту ракету. И как бы она ни пряталась, он ее ждет. И она появляется именно в этом секторе, потому что мы видим, что она летит туда. А не так, что у него локатор шарит по всему небу на 180 или на 360 градусов, и он ищет, в каком секторе появится ракета. Есть разница? Конечно, есть. Эффективность повышается в разы. Просто в разы. Он засек ракету, все, зафиксировал, нажал кнопку «Пуск», противоракета улетела. Вот в этом преимущество. А там никто не достанет. Над Каспийским морем могут только истребители, если они дополнительными топливными баками долетят до Каспийского моря, а потом вернуться уже им топлива не хватит. Очень далеко для истребительной авиации. Очень. Добрый день, у меня вопрос про танки. Технологии шагнули уже далеко вперед, а такой техникой, как танк, можно было бы управлять удаленно, как беспилотником. Тогда люди меньше рисковали бы своими жизнями. Вопрос, на ваш взгляд, почему еще не реализовали танки без экипажей?
Во-первых, это тренд, сегодняшний тренд. Очень многие ведущие страны работают над беспилотным танком. Очень многие. И та же Япония, тот же Израиль, те же Соединенные Штаты работают над беспилотным танком. Но я вам скажу так, что это очень сложная конструкция. Почему? Потому что управление и вариант все-таки, когда находится экипаж, пока что превуалирует в плане технологичности и в плане жизнеспособности этого танка. Так что беспилотный танк — это перспектива ближайших, допустим, 5, максимум 10 лет. Вот. Я думаю, что будет беспилотный танк, который будет управляться оператором. На сегодняшний день это тренд. Это тренд, мировой тренд в развитии танкостроения, в развитии именно танковых войск. Так что ждем, кто первый. Есть образцы, опытные образцы, они проходят испытания в различных условиях, на полигонах. Вот, и ждем, кто первый выйдет с коммерческим предложением готового серийного образца беспилотного танка. Там дело в том, что еще особенность управления, понимаете, все-таки оператор БПЛА, воздушного дрона, ему намного проще, потому что вероятность столкнуться с препятствием в воздухе намного ниже, чем на суше. А вот для танка, понимаете, не загнать его в какой-нибудь противотанковый ров, из которого он не сможет выехать. И что тогда? Кому достанется ваш беспилотник? А если противник применяет средства постановки радиоэлектронных помех, и вы теряете связь со своим роботом, что дальше? То есть очень много нюансов, очень много особенностей. Вот. Элементарно можно даже, если подобраться к какому-то разведчику, к танку, то можно, это же беспилотник. Ну, в принципе, посмотрим. На сегодняшний день разработки идут полным ходом. И ждем, ждем появления более-менее серийного образца, готового для запуска в серію. Питання про БМП і БТР. Впевнений, що на це питання ви вже відповідали. Але я ваш недавній підписник, а передивитися всі попередні відео неможливо. Тому, якщо можна, дайте відповідь ще раз. Яка різниця між БТР і БМП, якщо обидва можуть перевозити десант, обидва броньовані і мають засоби ураження? Я так розумію, БМП потужніші. Якщо так, то навіщо потрібні слабші БТРи? І ще питання, коли особовий склад їде на броні, коли всередині машини і коли збоку, прикриваючись бронею? Дякую. Смотрите, вопрос в том, что БМП, она посильнее по огневой мощи, у нее все-таки пушка есть, и либо вот у старых БМП там была 80-ка, 80-миллиметровая пушка «Гром», на БМП-2 стоит уже 30-миллиметровая авиационная пушка, а на БМП-3 в Российской Федерации стоит 100-миллиметровая пушка, спаренная с 30-миллиметровой пушкой. Это можно сказать, что это легкий танк такой. Но, смотрите, БМП создавалась под танковые дивизии. В танковых дивизиях, если дивизия на гусеничном ходу, то все пехотные или мотострелковые подразделения тоже должны быть на гусеничном ходу. Почему? Потому что смешанная колонна или смешанные типы техники очень тяжело эксплуатировать. Вот. Но эти полки и дивизии это считались тяжелые полки и на гусеничном ходу. И они применялись в основном для наступательных операций. Так развивалась тактика ведения войны. Ну, во всяком случае, так диктовал опыт Второй мировой. Поэтому создавались дивизии на гусеничной базе, и, соответственно, там были боевые машины пехоты в мотострелковых полках или в механизированных полках. Получается, если на БМП это тяжелая бригада, если на БТР это бригада легкая. А вот бронетранспортеры, они более маневренные.
более скоростные. И, соответственно, бригада может выполнять рейдовые действия на этой технике. Ну вот для сравнения, смотрите, колесная колонна преодолевает на марше в сутки норматив до 500 километров. То есть на колесной базе бронетранспортеры до 500 километров могут преодолевать в походном порядке на марше расстояние. Гусеничная колонна 250 километров. То есть в 2 раза. Смешанная 300, 350. Маневренность. Маневренность в бою играет очень, очень большое значение. Вот. Поэтому вот в этом основная разница в маневре, разница в возможностях. Тяжелые бригады применяют в основном для ведения либо оборонительных действий, они становятся в жесткую оборону, закапываются и тяжело прорвать. Либо в наступлении, там на участках прорыва, где надо обеспечить максимальную огневую мощь и максимальную защиту личного состава от поражения. А более легкие бригады применяются там, где нужен быстрый маневр. Маневр силами и средствами, переброска войск, совершение маневренных действий, рейдов по тылам противника. Вот тоже на колесной технике совершать такие рейды намного выгоднее и намного эффективнее, чем на гусеничной. Вот этим и отличается. Именно огневыми возможностями маневра. Что касается, когда кто ездит и где ездит. Смотрите, в основном практика войны показывает, что перемещение в броне, оно более опасно для жизни. При наезде на мину или при ударе гранатомета, допустим, или противотанкового средства в бронеобъект, если десант находится в середине, то это братская могила. Количество погибших будет максимальное. Когда едут на броне, количество погибших будет минимальное. Кого-то с ударной волной, кто-то, конечно, получит ранение, кого-то убьет. Даже если открывает огонь со стрелкового оружия, спрыгнуть с брони и занять оборону всегда намного быстрее и намного эффективнее. Поэтому в походном порядке, как правило, перемещаются на броне. В боевом порядке, когда идет наступление, максимально старается перемещаться в броне. Потому что это гарантирует, что пехота достигнет переднего края противника. И там уже вступит в контактный бой. Вот они едут, допустим, назначается, если идет атака в едином бронированном порядке, то десант сидит на своих местах внутри брони. Они доезжают до определенного рубежа, называется рубеж спешивания. И тогда десант выскакивает из БМП или БТРов, спрыгивает с танка и, прикрываясь броней БТРа или танка, продолжает атакующие действия. Обычно это делается за 300-400 метров от переднего края противника. Почему? Потому что это безопасное удаление от осколков своих снарядов. В этот момент, когда пехота выходит на рубеж спешивания, артиллерия заканчивает огневой налет по переднему краю противника, самый мощный и, как правило, самый продолжительный. На этом, я вам рассказываю классику, она будет, скорее всего, меняться, хотя основы классики, как правило, в том или ином виде остаются в новых учебниках ведения войны. Так вот, артиллерия в этот момент, когда пехота на рубеже спешивания, артиллерия в этот момент заканчивает артиллерийскую подготовку атаки. Последний огневой налет артиллерийской подготовки атаки, самый продолжительный, самый мощный по переднему краю противника. И с приближением нашей пехоты к передней линии обороны противника, артиллерия начинает переносить огонь в глубину, и этот перенос является первым огневым налетом артиллерийской поддержки атаки. Перед этим была подготовка, а теперь артиллерийская поддержка атаки. Вот. И, соответственно, пехота наступает, артиллерия переносит огонь, чтобы не попасть. И пехота прикрывается от огня противника
прикрывается броней танков и БМП, на которых она ехала до рубежа спешивания. Так что на броне в походном порядке, в броне до рубежа спешивания при ведении атакующих действий, за броней в атаке. Вот три основных постулата, когда и где перемещается пехота. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, с юридической точки зрения, двойники Путина подлежат ли уголовному преследованию? Если да, то по каким статьям и за какие действия? Если были ли попытки установить личности двойников, отпечатки пальцев же никто еще не отменял, их же можно взять с поверхности, где двойники находятся во время публичных выступлений, столы, стулья, ручки и так далее. Почему такая проблема взять отпечатки пальцев? Это огромная проблема, это главная тайна Российской Федерации. Смотрите, конечно же, двойники несут уголовную ответственность наравне со своим оригиналом. Почему? Потому что эти люди согласились играть роль вот этого диктатора. И мы не знаем, нельзя стопроцентно быть уверенным, что тот или иное распоряжение подписывал оригинал или двойник. Поэтому, раз они согласились играть роль диктатора, значит они несут полную уголовную ответственность, такую же, как сам диктатор. Единственное, что к ним может быть, допустим, если бы раньше, когда была смертная казнь в тренде, то двойника могли пожизненно посадить на пожизненное. Вот. Хотя тогда практиковалось, если расстрел, то расстрел всех. Если повешение, значит повешение всех. Сейчас, к сожалению, даже для таких преступлений смертная казнь, мораторий введен. Многие страны его поддерживают и не применяют ее к преступникам своим, и в международном отношении тоже. Но тем не менее. Так что несет одинаковую ответственность наравне со своим оригиналом, роль которого он добровольно согласился играть. И играл. Не то, что там согласился, он играет эту роль. И мы его наблюдаем. Вот сейчас по выступлению Путина там в Улан-Удэ, по-моему, двойник разошелся, размахался руками. У Путина руки не поднимаются, особенно там правая, по-моему, там при ее еле-еле двигает. А тут он махал руками, жестикуляция, улыбался, шутил, не кашлял, не пукал и другие там действия выполнял. То есть немножко переиграл. Что касается отпечатков пальцев и ДНК, это взять невозможно. На сегодняшний день Федеральная служба охраны и личная охрана Путина за этим следит капитально. Вот мы смеемся, да, шутки шутками, что Путин ходит там в туалет и с ним 6 человек. Один с чемоданом, остальные там штаны держат. Или Путина держат, пока он на горшке сидит или висит. Это не ради шутки. Это для того, чтобы нельзя было взять ДНК. Для того, чтобы нельзя не оставлять никаких следов. Обратите внимание, даже вот эти, про которого я сказал, в Улан-Удэ двойник, да, который махал руками, он ни за что не брался, не хватался. Если он случайно коснулся рукой пюпитра, на котором лежали там, или трибуны, за которыми стоит, там, поверьте, все будет продезинфицировано и стерто еще до того, как туда допустят кого-то постороннего, до того, как оттуда уйдут сотрудники Федеральной службы охраны. Вспомните возложение, вот зимой Путин возлагал цветы, по-моему, в Санкт-Петербурге. Там как что-то они отмечали, или под мост, неважно. Он возлагал к могиле неизвестного солдата. Не помню в каком городе. Он положил букет роз, не успел Путин еще отойти. Даже камеры там не повыключали эти самые операторы прессы, да, а уже сотрудник ФСО прибежал и забрал букет. Почему? Потому что Путин держал букет рукой не в перчатке. И с этого букета, с этих цветов можно было снять ДНК Путина. А если это были розы, он мог уколоться шипом, и там могла остаться его кровь. Там такой жесткий контроль. Обратите внимание, Путин хватается за стол только в своем кабинете.
Там он, да, смело хватается за стол, он знает, что оттуда никто ничего не вынесет. Ни отпечатки пальцев, ни образец его ДНК, ничего. Поэтому это крайне тяжелейшая задача. Я думаю, что западные разведки, в принципе, может быть, и знают реально, где двойник, а где не двойник, и давно уже взяли образцы ДНК и всего остального. Но поверьте, это охраняется как зеница ока, это является самой главной государственной тайной. Почему? Потому что по ДНК сегодня уже можно там определять очень много параметров состояния здоровья человека и состояния его организма. Так что это как говорил Ленин в свое время, архисложная задача, товарищи. Питання. Доброго дня. Питання. Поясніть, будь ласка, чим так принципово відрізняються пускові установки, наприклад, для томагавків наземного базування від морського? Я десь приблизно розумію різницю між установкою наземного та повітряного базування, кріплення, способи спуску ракет. А от морський варіант з наземним, в чому різниця? І чи окремо виділяють шахтне базування від наземного? Дякую за відповідь. Слава Збройным силам Украины. Ну, кстати, да, вы правы, что воздушное базирование, оно отличается тем, что ракета не находится в контейнере, а она подвешивается на пилоны под крыльями, на несущие пилоны и сбрасывается в полете. Самолет разгоняется с определенной скоростью и сбрасывает ракету. Дальше она активируется, включает двигатель и открывает крылья, и если это крылатый, продолжает лететь. Морское и сухопутное базирование, они примерно одинаковы. Ракета и в том случае находится в контейнере. В морском базировании она, правда, может так же, как и в воздушном, находиться не в контейнере, но там в шахте есть, там шахта есть, и там вышибной заряд. Как правило, это контейнер. Вот. Поэтому адаптация между морским и сухопутным базированием, она довольно несложная. В качестве примера я вам приведу британский противокорабельный комплекс «Гарпун». Он морского базирования. Когда его нам передавали, мы его приспособили, ему сделали направляющие, его приспособили для пусков с берега, с сухопутья. Так что, в принципе, можно адаптировать довольно легко и в принципе можно в самые короткие сроки добиться адаптации комплекса морского базирования к комплексу сухопутного базирования. Там надо учесть только особенности наведения этой ракеты. Она должна опускаться под углом или должен старт вертикальный, и потом она ложится на курс. Потому что, допустим, калибры морского базирования, у них практически вертикальный старт. Потом ракета ложится на курс. Если, допустим, брать там какие-то другие ракеты, то пусковая установка, например, Искандер пускает ракету вертикально, а вот точка У пускает ракету под углом. Это из сухопутных. Вот. Поэтому есть особенность. Но в общем очень близки. Морское и сухопутное базирование, оно очень близко по типу пуска. Это контейнер, как правило, контейнер с вышибным зарядом, а далее, который выбрасывает ракету, а далее ракета уже действует примерно так же, как будто ее сбросили с самолета. То есть активируется свой двигатель и дальше продолжает движение по маршруту, ложится на маршрут, связывается там со спутником, определяет свое местоположение в пространстве и продолжает движение в направлении цели. Вот. Шахтное базирование, дело в том, что если шахта, то сухопутная шахта, то шахта заменяет контейнер. Вот в чем
особенность. Хотя есть и межконтинентальные баллистические комплексы, в которых ракета находится в контейнере, и вместе в контейнере она опускается в шахту. Там она уже заряженная, с вышибным зарядом, который выбрасывает ракету, и она выходит из шахты, вылетает из шахты и потом включает свой маршевый двигатель и дальше ложится на курс. Поэтому, но в основном шахты находятся без, шахтные пусковые установки, ракета стоит без контейнера, в охлажденном виде, готовом к боевому пуску. А вот такие морские и сухопутные, они контейнерного типа. Добрий день. Підкажіть, як механік танка або коробочки здає назад? Як це технічно можливо? Як він бачить, куди йому їхати під час бою? Коли вперед, то тут зрозуміло. Він через перископ бачить. А от назад, коли він сидить попереду техніки, дякую за відповідь. Дело в том, что, смотрите, обычно механики-водители двигаются по своей же колее. Для того, чтобы в более современных, вот в западных танках везде есть камера. Камера заднего вида, так же как в машине. Он включает камеру, он видит, куда он едет. В тех танках, в которых камеры на сегодняшний день нету, она технологически не предусмотрена, то механик-водитель двигается по своей же колее. Смотрите, если это боевая обстановка, если идет бой, он выезжает на рубеж ведения огня, отстреляли, и он сдает назад по той же колее. Он старается не крутить танком вправо-влево, для того, чтобы не попасть в какую-то яму и не застрять. Для танка это очень важно. Он только внешне такой вроде как грозный и супер проходимый. А попав одной гусеницей, допустим, в траншею, то он уже оттуда может и не вылезти. Очень, очень проблематично вывести танк, свалившийся или севший на брюхо, свалившись одной гусеницей в траншею. А еще при этом не разуть этот танк, чтобы гусеница не слетела. Поэтому в боевой обстановке механики при отсутствии камеры заднего вида, вот в старого образца танка, они смотрят на свою колею и видят, что танк не виляет, рычаги не дергают, просто отъезжает назад за укрытие, из-за которого они выезжали. Если это не боевая обстановка, то любая бронетехника сдает задним ходом только исключительно под командой командира. Если командир отсутствует, то один из членов экипажа этой боевой машины помогает механику совершить маневр задним ходом. Самостоятельно этот маневр выполнить невозможно. Это надо механику выбегать, смотреть, куда что, за рычаги, отъехал чуть-чуть, опять выбежал, посмотрел, нет. Командир или член экипажа стоят впереди, смотрят, куда двигается машина и, соответственно, подают команды вправо-влево, вперед-назад. Вот. А в боевой обстановке я вам объяснил. Либо камера действует, либо если камеры нет, значит он ориентируется по своей колее, чтобы с нее не сбиться и вернуться с рубежа огня, вернуться за укрытие и не получить при этом противотанковый снаряд. Скажіть, як працює функція ПВО свій-чужий? Як відрізняється свій літак від ворожого? Дякую. Очень просто. Существует система автоответчика свой-чужой. Есть система опросника свой-чужой. На системах ПВО стоит опросник. То есть он посылает запрос на самолет. Идет радиосигнал. Приемопередатчик, вот этот автоответчик, это приемопередатчик, он принимает этот сигнал и выдает ответ. Когда он выдает ответ, то тот, кто запрашивает свой-чужой, сравнивает код, который идет в этом сигнале. В этом сигнале заложен цифровой код. Если код совпадает, значит самолет свой. Если код не совпадает, значит самолет чужой. Вот и все. Все элементарно просто.
И это происходит постоянно с определенным интервалом времени, то есть самолет постоянно отвечает на запросы систем ПВО. И, соответственно, как только он появляется на радаре ПВО, первое, что делает, это идет запрос свой ты или чужой. И если свой, то, пожалуйста, лети. Дальше этот самолет обозначается как свой, и система ПВО, она просто видит его. Но она его не сопровождает и за ним не наблюдает. Потому что получила от него ответ, что он свой. Если это чужой, то система ПВО принимает меры к его уничтожению. Вот так работает автоответчик. С лечением кодов. Кстати, если прибор, особенно установленный тот, который запрашивает, или на самолетах вот эти автоответчики свой-чужой, если попадает в руки противника, то надо что делать? Надо перекодировать систему, менять пароли в системе свой-чужой. Почему? Потому что противник, как правило, вынимает эту систему, если она еще включает ее, считывает код и этим кодом пользуется. Вот. Так, вот такие, при продаже, допустим, систем ПВО, то вот эти вот блоки, они обнуляются. Для того, чтобы покупатель мог, во-первых, не получил коды страны, которая продает, если туда они были внесены, если это не новые системы. А во-вторых, для того, чтобы покупатель мог внести свои коды для своей авиации и, соответственно, их использовать, и они не достались. Они меняются, кроме того, что они меняются по мере, допустим, в мирное время, то по мере, допустим, утраты или в военное время. А вообще, для военное время, чтобы они меняются периодично. Назначается какая-то периодичность, допустим, это может быть раз в сутки, а может быть при интенсивном использовании авиации и 2 раза в сутки. Все, как определит командование, коды системы оповещения свой-чужой меняются. Для того, чтобы противник не мог вклиниться в эту систему. То есть создается максимальная степень защиты от проникновения противника в эту систему. Ну что ж, мы на этом, наверное, вторую часть с вами тоже закончим. И ответы на вопросы. И у нас остается с вами третья часть. Это комментарии, пожелания и приветствия, которые вы прислали к предыдущим видео. Итак, первый комментарий, который сегодня прозвучит, будет следующий. В настоящее время отбывает наказание в Гааге экс-президент Кот-д'Ивуара месье Лоран Мгамбо. Бывший же президент Судана мистер Бериш Эль-Амар поначалу был действительно заочно арестован судом в Гааге, но его несколько лет спустя арестовали суданцы. И ордер на его арест был приостановлен, и в настоящее время он находится в суданской тюрьме. Ведутся переговоры о его дальнейшей судьбе. Вот такая вот, это опять же продолжение разговора об ордере на арест Путина. Олег, почему вы допустили ошибку? Болото не использует ковровые бомбардировки не потому, что у нас есть ПВО, а потому, что они не умеют этого делать. Для того, чтобы произвести ковровое бомбометание, необходимо одновременно поднять в воздух более 2, сколько я не знаю, 10-20 самолетов. После чего после этого они должны одновременно подойти к линии фронта и выполнить задачу, то есть отбомбиться. После этого одновременно уйти из района выполнения задачи и произвести одновременное приземление. А это очень сложно. США вложили миллиарды долларов, чтобы подготовить своих пилотов производить такой вид маневров. Болото после распада СССР не проводило подобное обучение, поэтому Болото, невзирая на наличие самолетов и наличие пилотов, не может выполнить данный маневр. Поэтому все маневры Болото выполняет, задействуя 2 самолета на направлении. Вы частично правы.
То, что российская авиация не в состоянии, они не умеют проводить ковровое бомбометание, они не умеют наносить массированный авиационный удар, это правда. И я считаю, что это действительно основная причина. Но то, что наше ПВО сегодня закрыло небо для российской авиации, это причина номер 2. Они даже не могут использовать вот эти двойки, то есть звенья авиационные, хотя бы по 2 самолета, как это было в первый месяц войны, когда они там парами действительно летели на объекты и бомбили наши объекты по всей территории Украины. По всей территории они бомбили. Так что ваш фактор, согласен с вами полностью, что фактор того, что полное неумение пилотов ВКС России проводить массированные авиационные удары, в том числе и ковровое бомбометание, они не умеют этого делать. И второе, это то, что даже групповые удары в составе звена, то есть пары самолетов, они тоже делать не могут из-за возможностей нашего ПВО. Сказали бы мне год назад, что такое будет с Путлером, не поверил бы. Слава Богу, Запад проснулся. Спасибо защитникам Украины. Дай Бог истребить коррупцию после войны. Очень хорошее замечание. З приводу сміху рашистів з Гаагського ордеру Путіну, то це історичний сміх відчаю. Головне, що Росія не виплутається з санкцій, поки злочинець президента, хай з цим живуть. Да, это правда. Теперь на Россию еще можно накладывать санкции за сокрытие международного военного преступника. То есть невыполнение ордера ведет за собой наложение санкций со стороны тех государств, которые подписали Римский устав, или которые согласовали действие этого устава, или согласовали действие этого устава. Ничто так не объединяет россиян, как ненависть и злоба к чужим народам и странам, вместо любви к своей стране и желания сделать ее лучше. Да, это правда. В России не все такие, как сказала ваша слушательница, но, к сожалению, большинство. Сам в шоке от такого тотального безумия. Видимо, этому способствует уровень сознания. Желаю вам скорейшей победы. Это по вчерашнему комментарию жительница Украины описывала злобність росіян. Стосовно штучного інтелекту, я від усього серця сподіваюся, що до кінця цього сторіччя людство покінчить з війнами взагалі, а штучному інтелекту знайдуть більш гідне застосування. Слава Україні! Да, к сожалению, будем надеяться, что не только военная сфера станет сферой применения искусственного интеллекта. Конец войны означает конец жизни бункерного опарыша, а потому он будет растягивать военные действия настолько, насколько у него это получится. Скажу так, он будет цепляться за власть до последнего своего вздоха и, соответственно, заставлять россиян участвовать в этой войне, в этой безумной войне ради его амбиций. Олег, учитывая, что нам дают авиацию, считаю уместным Патриот поставить на защиту аэродрома. Я думаю, что скорее всего так и будет, потому что количество авиации увеличивается, ее роль и место в этой войне будет меняться, и, соответственно, ее надо будет защитить. Смысл получить авиацию и подвергнуть ее риску ракетного удара со стороны России, допустим, или авиационного, я сомневаюсь, что они решатся, или они просто физически не смогут. Но ракетный удар вполне, да, могут нанести. Здравствуйте, желаю удачи вашему государству. Привет из Казахстана. Ну что ж, вот на такой, наверное, оптимистичной ноте, привет нам, спасибо Казахстану за этот привет. Мы с вами закончим сегодняшнее видео. И я благодарю вас за ваше время, за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Также напоминаю, что кто еще не подписан на мой канал, подпишитесь.
Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, его тогда смогут увидеть большее количество людей. Так работают алгоритмы YouTube. Огромные слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Благодаря вашей помощи у меня есть возможность записывать эти відео. Ну а ми з вами віримо в Збройні Сили України. Перемога наша, слава Україні!